Друзья, всем привет! Сегодня мне хотелось бы немного ввести вас в занятие, посвященное Винсенту Ван Гогу и постимпрессионизму в целом. И я просто немного вам расскажу о том, что я понимаю об этом авторе, потому что я уверена, что я обращаюсь к аудитории, которая знакома с его творчеством, и вам не нужно проводить здесь курс искусствоведения и рассказывать его биографию. Ему посвящено множество книг и кино, и вы можете посмотреть их. Я очень надеюсь, что вы найдете для этого времени, это безумно интересно. И у вас это все есть в референс-листе, пожалуйста, обратите внимание. Итак, лично я взглянула на этого художника по-новому, когда от многих его биографов узнала о том, что он в молодости учился на проповедника, протестантского проповедника, и посвятил этому несколько лет своей жизни. И как раз его психическое расстройство началось после того, как его уволили с должности проповедника из-за того, что он заступился за несчастных бельгийских шахтеров. И после этого началось его расстройство, и именно тогда он открылся для нас как гениальный художник. Конечно, вы знаете, что при жизни он не был известен, он жил в нищете и постоянно боролся за свое существование, ему помогал брат. И сейчас открою вам такой небольшой секрет о нашем курсе, что все художники, которых мы будем изучать в этом курсе, взаимосвязаны между собой, и у них много общего, как ни странно. И прежде всего, может быть, кроме как раз-таки Валентины Серова, прежде всего все остальные художники, которых мы будем изучать, они неформалы. И в свое время, и в своем обществе они были такие достаточно маргинальные личности, которые шли против всех, против всего. И, может быть, именно это и дало им возможность открыть что-то свое, сверхновое, сверхгениальное, остаться в истории. Итак, Ван Гог прежде всего всем известен как постимпрессионист, и его работы «Звездная ночь», «Подсолнухи», их наверняка знают просто все. Но для меня Ван Гог прежде всего вот такой. Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Этот альбом шикарный, я привезла как раз-таки из Портленда. Это редкие репродукции великолепного качества, и именно такой Ван Гог и будет нашим занятием. Именно портрет, выполненный в его технике, именно в той технике, которую он открыл в свое время. И очень важно для меня, чтобы вы поняли, что цель нашего курса не просто сделать копию, красивую картинку, как она есть в оригинале. У нас с вами полунаучная работа. Прежде всего, мы анализируем руку мастера, мы идем за ней, следуем за ней, повторяем те касания, движения, характера этой техники. И далее мы интерпретируем эту технику через свои руки. И вы можете продолжать развиваться в своем творчестве, используя секреты, ключевые моменты этого автора, например. Ван Гога, безусловно, все любят, и именно на практике мы с вами поймем, почему. Мне бы хотелось, чтобы вы знали, что множество художников после него вдохновлялись его творчеством, его работой с цветом, тем, как он интерпретировал природу через свое чувственное понимание, очень чувствительное, я бы сказала, понимание. Ван Гог начал учиться художественному ремеслу, когда ему было уже 28 лет, и прожил он всего 37 лет. И за последние 7 лет он создал более 2000 работ, и более 600, по-моему, работ именно были сделаны маслом. То есть вы представляете, просто невероятный темперамент художника, и мне бы хотелось, чтобы этому мы у него поучились, вот этой жажде поймать то, что он видел, и то, как он чувствовал то, что он видит, поймать это через цвет, через фактуры, через определенные касания и оставить это в вечности. Мне бы хотелось, чтобы вы знали, что множество художников вдохновлялись и до сих пор вдохновляются творчеством Ван Гога. И, например, спустя век после того, как жил Ван Гог, спустя век, в середине 20 века, великий преподаватель и художник Йоханссон Итон, который изучал теорию цвета, цитировал Ван Гога и опирался на его творчество. Хотя Итон — это школа Баухаус, это архитектура, то есть вроде совершенно противоположная. Но даже там он сказал, что Ван Гог погиб в борьбе с цветом. Мне кажется, это очень красивая фраза, и пусть она станет вдохновением. Давайте мы не погибнем, но сотворим что-то прекрасное.